Вы наверняка все слышали о том, что вместо дентальных имплантатов скоро начнут выращивать новые зубы на месте отсутствующих зубов. В данный момент научная работа ведется в нескольких направлениях. Одним из самых перспективных считается препарат, который разрабатывают в Японии. На данном этапе этот японский препарат для выращивания зубов проверили на 30 взрослых мужчинах, а разрабатывают этот препарат в первую очередь для детей. Почему так? И кому вообще есть смысл ждать? Препарат называется TRG-035. Зуб развивается в челюсти из клеточного зачатка, а белок USAC1 тормозит необходимые для этого сигналы BMP и UINT. TRG-035– антитело, которое блокирует USAC1. Идея в том, чтобы остановившийся рудиментарный зачаток продолжил развитие. В опытах с антителами к USAC1 у мышей восстанавливали отсутствующие зубы, а у хайка появился дополнительный зуб, похожий на постоянный резец. В первом испытании на людях этим мужчинам ввели одну дозу. Проверяли безопасность и то, как организм справляется с препаратом, а не рост новых зубов. Опубликованного результата, где после TRG-035 у человека вырос зуб, пока нет. Дальше препарат планируют изучать у детей с тяжелой врожденной адентеей, когда отсутствуют зачатки 6 или более постоянных зубов. Представьте, на снимке под молочными зубами нет постоянных. Сколько еще прослужат молочные, никто точно не скажет. Может быть, не спешить с имплантатами и дождаться препарата? Вопрос логичный, но давайте разбираться. Имплантат ведь не растет вместе с ребенком. Челюсть меняется, соседние зубы прорезываются, а имплантат, или просто и коротко имплант, остается на месте. Поэтому окончательную имплантацию чаще стараются отложить до завершения роста. Я бы спросил иначе, что именно можно отложить? Помощь ребенку нельзя, а окончательное решение иногда можно. Пока нужно сохранять молочные зубы, удерживать место и восстанавливать жевание, иногда временным протезом, вместе с детским стоматологом и ортодонтом. Если ребенку трудно жевать и протез держится плохо, ожидание уже может навредить. При тяжелой адентии импланты иногда устанавливают еще до окончания роста. Все решается индивидуально для конкретного ребенка. Если вы взрослый и потеряли зуб в результате осложнений кариеса, травмы или пародонтита, эта новость о том, что скоро начнут выращивать зубы, тоже не повод откладывать лечение. Одного укола, который вернет взрослому потерянный зуб, у нас пока нет. А родителям ребенка с врожденным отсутствием зачатков зубов, я бы сказал, за исследованием нужно следить. Если эффективность подтвердится, план лечения может измениться. Но оставлять ребенка без помощи ради обещания, которые еще проверяют, нельзя. Ждать можно результатов исследования. Лечение, которое нужно сейчас, не откладываем. В длинном видео постараемся разобрать всю цепочку подробнее. Мыши, хорьки и первое испытание на людях.